3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Кулинарное шоу. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот ждали завтрака. Котятки, за стол. Опять каша. Мы ее каждое утро едим. Скоро каша у меня из ушей полезет. Но каша очень полезна. Так что завтракайте, а я сбегаю в магазин и куплю вам что-нибудь вкусненькое. Хотите вкусно поесть и порадовать близких? Мы готовим потрясающие блюда. Смотрите по субботам наше кулинарное шоу. Вау! А давайте устроим свое кулинарное шоу. Да, приготовим самый вкусный завтрак в мире. И угостим маму с папой. Здорово! Миу, 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 миу. Котята достают из холодильника все, что они любят. Что приготовим на завтрак? Давайте сделаем пирожки с вареньем. Ну, для пирожков с вареньем нужно намесить и раскатать тесто. А мы этого не умеем. Тогда давайте сделаем запеканку с колбасой. Но мы же не умеем пользоваться духовкой. О! Завтрак слегка подрумянился. Может, нам вообще закрыть наше кулинарное шоу, раз мы ничего не умеем? Я знаю, что надо делать. Мы приготовим салат. Для этого достаточно просто перемешать все продукты. Котята начинают готовить салат из сыра, кильки, молока, джема и чего-то еще. Ой, а что это вы тут устроили? Мама, сейчас будет кулинарное шоу. Мы приготовили на завтрак самый вкусный салат в мире. Сейчас мы все вместе будем его пробовать. Надо же, очень интересно. А тут как раз проснулся папа. Доброе утро! А что у нас на завтрак? Кулинарное шоу от наших котят. Дорогие телезрители, попробуйте наш салат «Три кота». Ау! Ам? Ну, для первого раза очень даже... Господи, что это? Это же несъедобно. По вкусу как козявки. Но почему салат такой противный? Мы же положили в него все самое вкусное. Молоко, рыбу, бананы. Соленые огурчики, колбасу, джем. Еще сахаром все посыпали. Они хотели отравить родного отца. Думаю, лучше смешивать только те продукты, которые сочетаются по вкусу. А если просто перемешать все, что нравится, то ничего хорошего не выйдет. Это точно. А что, если нам позавтракать кашей? Да, я тоже хочу кашу. И я! А то мы из-за нашего кулинарного шоу совсем голодные. Ага. Будет вам каша. А это я, пожалуй, унесу. Дорогие телезрители, попробуйте кашу «5 котов». В нее вы можете добавить варенье, мед, изюм, орехи или сухофрукты. И от этого она станет еще вкуснее. Ура! Миу, 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 миу. Вот так завтрак превратился для котят в настоящее кулинарное шоу, где каждый может приготовить свою особенную кашу. Дайвинг. Однажды папа привез котят в гости к дедушке, который живет и работает на маяке. Привет, внучатки! Дедушка! Папа! Привет, сынок! Можешь ехать на работу, а мы будем развлекаться. Здорово! Миу, 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 миу.
море сегодня спокойное. Так что мы с вами отправимся в подводное плавание. А как это мы отправимся в подводное плавание? Что-то я не вижу здесь подводную лодку. Эй! Ну что, юнги, готовы к дайвингу? К чему готовы? К дайвингу. Дайвинг — это погружение под воду. А как же дышать под водой? У вас будут специальные баллоны с воздухом. А как мы будем смотреть сквозь воду? Смотреть через подводные маски. А как мы будем двигаться? Для этого есть ласты. А еще мы наденем особые резиновые костюмы. Что-то этот дайвинг слишком сложный. Зачем нам вообще нырять под воду? Там мокро и неуютно. Мы будем искать чудесную морскую раковину вон у той скалы. Поднять якоря, хвосты в воду! Давайте, давайте, я жду! Оказавшись под водой, котята почувствовали себя как в невесомости. Меня за хвост кто-то схватил. Это всего лишь маленький крабик. Ничего страшного, спускайся. Нет, я больше не хочу заниматься дайвингом. И я что-то не очень хочу. И я хочу не плавать, а загорать. Ага, ну ладно, придется мне одному искать чудесную раковину. Котята разглядывают море в дедушкин бинокль. О, какие там вдали скалы с птичками. Дай И посмотреть. мне не дам. Ну Отдай, дай. отстаньте. Ну вот, дедушка расстроится. Я знаю, что надо делать. Мы найдем дедушкин бинокль. Отличное решение, ныряйте! Дедушка присматривает за котятами. Ну и как вам дайвинг? Мы спасли твой бинокль. А еще мы нашли сокровище и красивую ракушку. О, это же именно такая раковина, которую я искал. Похоже, это вы должны учить меня дайвингу. Ой! Дедушка, а почему ты хотел найти именно такую раковину? Потому что в этой раковине можно услышать шум моря. Вот, послушайте. Дайвингом заниматься непросто. Но зато под водой иногда можно отыскать просто замечательные вещи. Спектакль «Бантика». Однажды Бантик пригласил котят и горчицу в гости, чтобы показать свой спектакль. Представляю мой спектакль «Красавица и чудесная скрипка». Прямо настоящий спектакль с актерами. И декорации будут. И музыка, и декорации, и музыка. А главное, это буду делать я. И спектакль будет великолепным. Здорово! Миу, 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 миу. Надеюсь, он будет веселым, а то я спать хочу после обеда. Я принц волшебной страны. Я играю на чудесной скрипке. Ее музыка делает всех счастливыми. О!
музыку и эту скрипку. Подземный король хочет разрубить скрипку мечом. Я спрячу ее в лесу. Ой, извините, не смог одной рукой. А давай я тебе помогу с декорациями. Тогда тебе будет легче. Какой жуткий лес! Прямо мурашки по хвосту! Ой! Нет, эта музыка слишком рано. Тут должно быть страшно, а музыка пошла смешная. Хочешь, я помогу тебе включать и выключать музыку? Красавица спит уже целых 100 лет. О! Но я разбужу ее своей чудесной скрипкой. Ах, никогда раньше я не слышала такой чудесной музыки. И больше не услышишь. Я разрублю скрипку. Она замолчит навсегда. Нет, злой король, я не позволю. Принц, злой король, не ссорьтесь. Ха-ха-ха, тебе меня не одолеть. Это мы еще посмотрим. Давайте жить дружно. Только если он не будет трогать мою скрипку. Ну уж нет, ненавижу музыку. Стойте, стойте. Я уже совсем запутался. Кто хороший, кто плохой. Ах, ну вот. Я думал, спектакль будет великолепный, а он просто кошмарный. Плохой из меня актер. Да нет же, Бантик, просто ролей много, а ты один. Да, вот если бы я мог себя размножить, я бы прекрасно всех сыграл. Нет, я знаю, что надо делать. Коржик, может быть, ты сыграешь подземного короля? Ага, всегда хотел попробовать тебя на сцене. Горчица. Может, сыграешь спящую красавицу? Красавицу? Это да, это я могу. А тем более спящую. У Бантика и котят получился замечательный спектакль. Ведь с друзьями все получается лучше и веселее. Теннис с папой. Однажды мама разговаривала с кем-то по телефону. Ага, да-да. Я думаю, это прекрасная идея. Когда вы хотите сыграть? Хорошо, тогда до завтра. А во что это ты будешь играть, кисуля? Мы будем играть вместе, Котя, в парный теннис против папы и мамы Гони. Ого! У вас будет теннисный турнир? Здорово! Миу-миу-миу-миу. Подожди, кисуля, ты же знаешь, что играю я так себе. Ничего страшного, я тебя прикрою. Сыграем пару сетов. Может, хотя бы один, а то у меня много дел. Хорошо, один сет и все. Пойду в спортзал. Завтра надо быть в форме. Мы все равно проиграем, и виноват буду я. Не волнуйся, папа, у тебя есть время потренироваться. Ага, мы тебе поможем. Задний двор отлично подходит для тренировок. В парном теннисе главное отбивать мячи и не мешать своему партнеру. Папа, представь, что эти предметы – это мама. Ты не должен задевать ее. Это мама? Ну ладно. Прости, кисуля. Извини, дорогая. О, я случайно. Ой. Ну вот, папа ни одного мяча не отбил.
Потому что он медленно бегает. А вот на роликах он бы двигался быстрее. Но я на роликах не умею тормозить. Ой, И на роликах я еще больше буду мешать маме. Можно стоять на месте и ждать, пока мяч сам прилетит. Тогда ты маме мешать не будешь. А если мяч так и не прилетит к папе? Тогда играть будет одна мама. Опа! Боюсь, что так оно и будет. Теннис — это не мое. Чтобы поднять всем настроение, папа предложил попить чаю с его фирменным тортом. Ничего, что ты плохо играешь в теннис, папа. Зато ты делаешь лучшие торты в мире. Ага. Вон сколько слоев и украшений. Ну, я не сразу научился так делать. Начинал с простого, учился взбивать крем. Я знаю, что надо делать. Знаю, как тренировать папу. А разве мы не закрыли эту тему? Не волнуйся, папа. Теперь у тебя все получится. Как в любом деле, в теннисе лучше начинать с простого и постепенно переходить к сложному. А на следующий день состоялся турнир. На этот раз победа наша. Но вы отлично играли, соседи. Не ожидал. Да, Котя, ты столько мячей отбил. Жаль, что у тебя дела, и мы не сможем сыграть еще один сет. Да хоть 10 сетов. До вечера я совершенно свободен. Ура! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря простым упражнениям, папа поверил в себя. Ведь так приятно, когда у тебя что-то получается. Музыкальные инструменты. Однажды котята смотрели по телевизору репортаж о музыкантах. Мы разъезжаем с концертами по всей стране, и у нас куча фанатов, которые нас любят. Быть музыкантами так круто! Давайте тоже создадим свою группу. Да, будем давать концерты по всему миру. И у нас будет много фанатов. Здорово! Миу, 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 миу. Но игрушечные инструменты вряд ли подходят для настоящей группы. Котята хотят попросить музыкальные инструменты у своих друзей. У Бантика можно одолжить скрипку. Только осторожно со скрипкой. И смычок не сломайте. А смычок и не нужен. Я буду играть на скрипке, как на электрогитаре. Нет, со скрипкой так обращаться нельзя. Котята пришли к Нудику, у которого есть бубен. Нам нужно много настоящих барабанов. И чтобы они по-разному звучали. У меня есть только вот этот бубен. А что есть у Лапочки? Вот, синтезатор. О, это то, что нам нужно. Ага, вернем после репетиции. Стойте! Я думала, вы тут будете играть. Отдать его я не могу. Он мамин.
Котятки, а что приуныли? Мы хотим стать музыкантами, а нам не на чем играть. Так, где-то здесь должна быть наша гитара. Ага. Ой, Будьте здоровы, котятки. А что вы делаете в подвале? Папа ищет гитару для нашей музыкальной группы. нашел гитару. Ой, только на ней все струны лопнули. Ну все, не хочу я быть музыкантом без инструментов. Погодите, на гитару можно натянуть новые струны. Ой. О. Ого! Это было как соло на барабанах. При желании любой предмет можно сделать музыкальным инструментом. Ух ты! Я знаю, что надо делать. Котята создают музыкальные инструменты из разных предметов. Браво, котятки! У вас уже есть первые фанаты. Это мы с папой. И я натянул на гитару новые струны. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте тогда сыграем все вместе. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. У котят с мамой и папой получилась замечательная музыкальная группа. И все благодаря фантазии и таланту. Хоккей. Однажды котята решили поиграть в хоккей на льду. Шуруп будет нашим вратарем, а я буду нападающим. А я защитником. А я, наверное, буду всем мешать. Это еще почему? Я плохо играю в командные игры. Помните, мы играли в футбол? Компот, лови! Ой, эй, ой. О, спасибо! А помните, играли в волейбол? Ой, Мы тоже играем. Да, ты должен отбивать мячик нам. Я уверена, что в этот раз у Компота все получится. Я пойду с вами и буду болеть за вашу команду. Здорово! Миу, 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 миу. Компот! ой, Компот, не спи! Ой, Компот, я открыт! Пасуй мне! Я тоже, пасуй мне! а кому лучше пасовать-то? Ну вот. Кожик, я открыт! Пасуй! Разворот! Ой, это что, гол? Нет, но сейчас он будет. Водаю!
Ты забил свои ворота. Ну вот. Не умею я играть в команде. Без меня у них даже лучше получается. Не расстраивайся, мой хороший. Зато ты, как и я, отлично играешь в шахматы. У нас с тобой шахматная команда. Спасибо, мама. Значит, я буду играть в то, что у меня хорошо выходит. Ого, вот это реакция! Любой вратарь позавидует. Я знаю, что надо делать. Компот встает на ворота вместо Шурупа, который совсем не против погонять шайбу с другими котятами. Молодец, Компот! Компот, ты классный вратарь! С тобой у нас лучшая хоккейная команда! Спасибо. Мне понравилось быть вратарем. Здорово! Миу, 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 миу! Каждый способен играть в команде. Главное — найти свое место. Пианино. Однажды Карамелька захотела научиться играть на пианино. Спасибо! Теперь я смогу играть разную музыку. Например, колыбельную перед сном. Или что-то бодрое для наших игр. Но сначала надо научиться играть. И мама Лапочки в этом поможет. Здорово! Миу, 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 миу. Итак, займемся гаммами. Теперь ты сыграй. Теперь в другую сторону. Замечательно, а теперь все с самого начала. Коржику и Компоту занятия Карамельки кажутся скучными. Не то, что любимый сериал про пиратов. Пара-па-пам-па-пара-па-пам-пам. Па-пара-па-пам. Через час занятия Карамельки закончились. И надо играть гаммы каждый день по полчаса. До свидания. До свидания. До свидания. На следующее утро котята собирались играть во дворе в пиратов. Карамелька, не забудь, что тебе надо полчасика поиграть в гаммы. Карамелька, я не слышу музыки. Уже начинаю. Пиратский корабль идет к острову Сокровищ. На нас напало морское чудище! Не дадим ему съесть наш корабль. Из-за этих гам я пропускаю все интересное. Но ты мне поможешь. Свистать всех наверх. А как же твои гаммы? Гаммы прекрасно. Добрый день. Добрый день. Я зашла узнать, как дела у Карамельки. А она как раз играет гаммы. Ой.
Карамелька, если не хочешь играть на пианино, так и скажи. Я правда хочу. Но зачем нужны эти гаммы? Гаммы нужны, чтобы тренировать лапки, чтобы ты могла сыграть любую мелодию. Вот послушай. Это же музыка пиратов. Я хочу ее сыграть. Папара-папам, хей! Что-то ты пока не очень справляешься. Я знаю, что надо делать. Я буду играть гаммы, чтобы тренировать лапки. Через пару занятий Карамелька собрала всех в детской. Умничка! Браво! У тебя получается. Значит, гаммы и правда помогают. И правда помогают. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря любимой мелодии, Карамелька стала заниматься музыкой, чтобы приносить больше радости всем вокруг. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! Пока. Пока! У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу, 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 миу. Ой, пчела. Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела, не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке.
Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура! Мы принесем домой мед, как настоящие пчелы! Мы медовые котята! Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу! Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Чемпионат. До чемпионата по футболу осталось несколько дней. Скоро весь стадион заполнится болельщиками. А вот и футбольная команда нашего города вместе со своим капитаном. А мы тоже пойдем на стадион? Конечно, котятки! Болеть за нашу сборную надо всем вместе! И сейчас я пойду к себе в кабинет и закажу для нас билеты. Мы будем сидеть на стадионе, как настоящие болельщики. Здорово! Миу, 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 миу. Мы увидим победу нашей сборной! А потом поедем в машине и будем размахивать флагами. Нет! А? О, нет! Что случилось, Котя? Все билеты проданы. На стадионе нет свободных мест. Все пропало. Ничего страшного, Котя. Подумаешь, нет билетов. Посмотрим матч по телевизору. Пойдем, я сделаю тебе чаю. Жалко папу, он так болеет за нашу сборную. Внимание! Объявляется конкурс на лучший трюк с мячом. Победитель получит мяч нашей сборной из рук капитана. Надо выиграть этот мяч для папы. Папу это точно порадует. Сейчас я набью мяч головой 100 раз. 1, 2, 3. Ой. Сейчас. Давай еще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ой. 1, 2. 100 раз пока не получается. А может сделать всего один удар, но зато невероятный? Эй! Сейчас я забью этот мяч в домик, и он скатится с горки с той стороны. Ну, давай. Ой. Ничего не вышло. Я знаю, что надо делать, но для этого надо позвать наших друзей. Друзья согласились помочь котятам выполнить трюк с мячом. Все готовы? Да! Внимание, начали! Ой! Гол! Снято! Отправим это видео на конкурс. На следующий день подводились итоги конкурса. А победителем становится кот-художник. За творческий подход к футболу. И он получает мяч нашей сборной. Но мы хотим отметить еще одно видео. Оно от котят. О, наш ролик показывают. И в качестве приза все участники видео и их родители получают билеты на чемпионат. Ура! Миу, 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 миу! Трибуны стадиона
правила сегодня полны. Наша сборная ведет со счетом 2-0. Капитан бьет навесом и... выше ворот. Но мяч летит прямо в руки юных болельщиков. Болеть за свою команду, сидя на стадионе, это незабываемо. Особенно, когда веришь в победу. Игра в шахматы. Однажды Компот принес шахматы на детскую площадку. Коржик, давай сыграем в шахматы. Не, Компот, с тобой скучно играть, ты всегда выигрываешь. Карамелька, может быть, ты? А я не умею. Если мне не с кем будет тренироваться, я не стану великим шахматистом. Компот, а может попросим кого-то из наших друзей с тобой поиграть? Точно! Найдем тебе достойного соперника. Здорово! Миу, 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 миу. Первой поиграть в шахматы согласилась Лапочка. Лапочка, а почему ты играешь только лошадкой? Эта фигурка называется конь, потому что конь самый красивый. Шах и мат, ты проиграла. Подумаешь, зато я красивая. Потом пришел Сажик. Я согласен играть только черными. Ха, я взял твою пешку. А теперь твоего коня. И еще пешку. Шах и мат, я выиграл. Ой, уже? Найти достойного соперника не так-то просто. Вот так. Ой, нет, вот так. Ой, лучше сюда. Ой, а можно я похожу другой фигурой? Я съел твоего слона. Что? Я обожала этого слона. Он был самой классной фигуркой. Все, я не играю. Наконец, играть в шахматы пришел умный Шуруп. Вообще-то я раньше не играл в шахматы. Да, от тебя мы такого не ожидали. Компот объясняет Шурупу, как ходят разные фигуры. А почему конь ходит только так, а не скачет по всему полю? И почему король может шагнуть только на соседнюю клетку, а королева может двигаться как угодно? Ну, таковы правила игры. Не, игра в шахматы — это точно не для меня. Мне не с кем тренироваться. Не быть ни чемпионом и не видать наград и призов. Призов? Я вспомнила, у папы в кабинете стоят шахматные призы. Ага, значит, папа отлично играет в шахматы. Ой, шах и мат. Молодец, Компот. Как ты так быстро проиграл? Ты же чемпион, у тебя вон сколько призов. А, так это не мои, это мамины. В школе она играла в шахматы лучше всех и всегда занимала первое место. Я знаю, что надо делать. Надо позвать маму. Шах и мат. Вот это да! Компот, ты прекрасно играл. Похоже, в нашей семье подрастает будущий чемпион. Ура! Миу-миу-миу-миу! Папа приготовил бисквитные шахматы с медом и глазурью. А наш папа непобедимый чемпион в кондитерском деле. Шах и мат. Вот так у Компота появился достойный соперник, а папа придумал замечательное угощение к чаю. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться
подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!